Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили сдать вещи в H&M. У нас накопился ненужный текстиль, то есть вещи, которые мы уже не носим, и мы решили освободить место от старого, чтобы пришло что-то новое. В H&M можно сдать любой текстиль, который вам не нужен. Это могут быть вещи или постельное белье, и взамен получить купон на скидку. Вот такой купон дает скидку 15% на любую вещь, которую вы выберете. Итак, я пошла что-то выбрать себе из вещей и воспользоваться данным купоном. Появились вещи для весны, разные тонкие кофточки. Вот такие брюки мне хотелось бы, кстати, приобрести, потому что в них удобно гулять, они мягкие и теплые. Но цвет розовый, конечно, не для грязной весны. Сейчас подберу цвет потемнее. Если найду, то возьму. В итоге я все-таки купила эти брюки, только темно-серого цвета. Они мне очень подошли. Также я взяла кофточку тоненькую для весны, белье и резинки для волос. В итоге у меня из всех вещей получилось, что брюки самые дорогие, они стоят 1200 рублей, но за счет купона, который мне дали, я заплатила за них 1020 рублей. То есть скидка составила почти 200 рублей, что очень приятно. Вернулись мы домой, сейчас я буду готовить обед. Готовить я буду в мультиварке, как меня просили. После прошлого видео показать, как я это делаю в новой мультиварке. И решила приготовить ленивые голубцы. Для этого мне понадобится мясо, рис, капуста, яйцо куриное, помидор, лук репчатый, морковка, лавровый лист и перец, соль. У меня здесь филе индейки. Сейчас я сделаю из него фарш с помощью блендера. Мясорубки у меня нету. В общем-то, через блендер мне нравится, это быстро. Вот такой фарш у меня получился. Я использую обычно мясо птицы, и поэтому через блендер, в принципе, меня устраивает, как получается. Но я думаю, если через блендер промалывать мясо, например, говядины, то, возможно, оно не так получится, потому что в нем много жилок, и оно будет неравномерно. Теперь я промою рис, добавлю рис. Риса я беру немного, мне больше нравится, когда преобладает капуста. Капусты я побольше положу, а риса вот столько. Но это уже кто как любит, кому как нравится. В принципе, с рисом, конечно, будет сытнее, но мне вот нравится, когда риса не так много, а капусты побольше. Вот рис я промыла, сюда же добавляю. И теперь буду нарезать капусту. Капусту я нарезаю достаточно мелко. В общем-то, можно было бы также воспользоваться блендером, было бы быстрее. Вот так много у меня капусты получилось. И сейчас я добавлю сюда соль. Примерно столько. Так. И добавлю яйцо, чтобы наши голубцы не развалились. И все это очень тщательно перемешаю. Сейчас я буду готовить поджарку. Для этого морковку натру на терке, лук нарежу и помидоры нарежу. Но помидоры у меня замороженные, поэтому я вначале их обдам кипятком, легко сниму с них кожуру и потом уже нарежу. Итак, включаю мультиварку, ставлю на режим жарко. И сейчас я налью сюда подсолнечное масло и положу наши овощи. Вначале морковку с луком. Вот овощи слегка потушились. Сейчас я добавлю помидор.
Режим жаркий я отключаю, потому что она еще будет продолжать греть. И укладываю наши голубцы. Теперь сюда я кладу лавровый лист, 2 штучки, несколько горошин перца и немножечко еще посолю, потому что бульон и овощи я не солила. Немножечко добавлю воды, чтобы у нас было побольше бульона. Я люблю бульон. Вот так. Осторожно, чтобы они не развалились. Кстати, сметану я не кладу, когда готовлю. Я люблю ее потом добавлять. Вот, смотрите, в таком виде я сейчас закрываю. Вот она такой звук издает у меня. Закрыла и ставлю на тушение. Вот, она пишет, что будет тушиться 20 минут при минимальном давлении. В принципе, если давление прибавлять, кстати, в этой мультиварке давление можно регулировать. Если давление прибавлять, то можно, в принципе, быстрее приготовить. Но мы не торопимся, поэтому я нажимаю старт. Так, наше блюдо будет готовиться 20 минут. А пока я хочу прибраться в полке, где игрушки. Давайте вместе это сделаем. Я покажу, как у нас там в детской, где игрушки лежат. Прежде чем начать уборку, хочу показать кровати у наших детей. Вот мы купили такие кровати односпальные. Они не детские, они полноценные, односпальные кровати. То есть здесь взрослый человек тоже может поместиться. Мы решили купить именно такие, потому что посчитали, так будет рациональней. Дети растут быстро. И, в общем-то, здесь удобно, если, например, есть необходимость поспать с ребенком или уложить его, то спокойно можно с ним и спать, и полежать, будет не тесно. Довольно-таки широкие кровати. Вот. Так как кровати большие, мы дополнительно приобрели вот такие барьеры безопасности. Если кто не знает еще, это вот очень удобная вещь, супер, для того, чтобы ребенок не упал. Эти барьеры безопасности, они очень легко ставятся. Я сама даже ее могу поставить под матрас. Вот здесь вот это все крепится. Там. И можно подвинуть ее ближе сюда, можно туда поближе подвинуть. Если подвинуть с самого начала, то, в принципе, для маленького ребенка и там положить, например, большую подушку, преграду, чтобы он не упал, то получается как маленькая кроватка. Также вот эти вот барьеры, они складываются. Если нажать вот на эти кнопочки, барьер полностью складывается. Сейчас я покажу, как в сложенном виде выглядит. Вот так выглядит барьер в сложенном виде. И в этом случае он уже вообще не мешает. Можно на кровать спокойно сесть. То есть ничего не мешает, очень удобно. Можно убрать, можно не убирать. Мы, в принципе, на одной кровати вообще не убираем. Этот барьер у нас фирмы Baby Safe, другой барьер другой фирмы. Вот Baby Safe мне очень понравился, потому что он шире и очень легко складывается. Вот смотрите, просто приподнять, и он уже фиксируется. Такой барьер очень удобный. Потом уже, когда дети вырастут, просто барьер уберем, и будут у них такие большие кровати. Кроме этого, в этой кровати очень удобные полки. Вот здесь снизу, вот смотрите, вот здесь у нас игрушки лежат, такой бардак. И в этой полке я вот сегодня как раз хочу прибраться. Итак, начнем перебирать игрушки.
Итак, смотрите, что у нас получилось. Вот сюда полез весь конструктор крупный. Это очень хорошо. Раньше он у меня, как вы видели, был вот в этом мешке, и он вываливался, было неудобно. Паровозик тоже, довольно-таки его много, он крупный и тоже хорошо поместился в этой коробочке. Раньше был вот в этом мешке, он у меня лежал. Тоже в коробке, конечно, намного будет удобнее. И убраться легче, и играть легче. А здесь вот у нас лежат разные посудки, там овощи, продукты. Ну, в общем-то, здесь можно докупать игрушки еще. Вот. Теперь здесь вот у нас лежит в этой коробочке все для пластилина, для лепки. Кстати, очень классные вещи, плейдох. Пластилином мы играть очень любим. Одно из наших любимых занятий. И вот здесь вот мне захотелось для этого тоже такую коробку докупить. И вот мелкий конструктор у меня тоже. Эта коробка маловато, но, в общем-то, хочется больше, чем вот эту коробку тоже прикупить. Еще дополнительно посмотреть, какие есть в Икее. Вот. То есть вот эти коробочки мне тоже хочется в будущем заменить. Ну а пока вот так получилось, очень удобно и красиво. Прямо вообще супер. Смотрите, какие они плотные. Вот эти коробки более плотные, чем для комода. Хорошо держат форму. И вот прям даже можно поднимать спокойно. Вообще красота. Очень понравилось. И расцветка тоже очень нравится. Красивые такие, детские, красочные. Итак, время уже прошло. Посмотрим, что у нас получилось. О, все пышет жаром. Вот, что у нас получилось тут. Вкуснятина. Запах очень аппетитный. Попробуем, воспользуюсь половничком специальным от мультиварки. И попробуем наше блюдо. Можно бульончику добавить. Вот. Добавлю укропчика. Зелень, чем больше, тем лучше. Очень люблю зелень. И ложечку сметанки. Вот такая вкуснятина. На этой ноте я заканчиваю свое видео. До новых встреч. Всего вам самого хорошего.